Всем привет! Заканчиваем мы этот фасад. Сегодня вы увидите прям преображение дома. Маріан Форте. Иду я тоже. Инструмент. Инструмента море. Напоминаю, чем мы делаем. Называется Иджи Вентуну. Я, наверное, уже задолбал многих со своим ремонтом, но, если честно, меня эта вилла тоже задолбала. Ну, я стараюсь ничего не пропускать и показать вам, ну, просто весь процесс работы, потому что это важно, чтобы понимать, если вдруг вы хотите заняться ремонтом сами. Тут провода у нас. Metti uno con l'altro magari, fa corto. Эти провода выходят с соседнего дома. Я вообще не знаю их назначения. Они висят, портят вид. Короче, надо их отрезать. Скажу вам один секрет. Все электрики иногда боятся. Sacco di soldi costa questo. Не дай насту. Тут чуть объясню. Это не сырые пятна. Это клеем я ремонтировал отвалившуюся штукатурку. А там еще под низом гидроизоляция. Трубу уже использую то для коптилки, то сюда на место ставлю. Купил уже ей другую на этот угол, свою родную более-менее. В конце посмотрите. Фактически это уже последняя стена, которую нужно подготовить под покраску. Погода, как видите, такая странненькая. И тяжело работать на фасадах зимой, осенью. Ну а что делать? И таки мы доработались с Марьяном, что и он приболел, и я приболел. Ну, не конкретно на этой работе. Ну, наверное, все вместе. Поэтому даже сегодня делаю видео, немного приболевший, мозги работают плохо. Так что, может, сегодня я вам побольше музыки поставлю. Не забывайте за лайки, подписки и посмотрите видео до конца, ведь всем интересно, кто наблюдает уже в течение года, какой же дом станет после покраски. Наконец-то мы готовы к покраске дома. Нам для этого нужна грунтовка. Зашли мы в Леруа Мерлен с Марьяном. Нам нужна кварцевая краска. Возьмем эту, наверное. Сколько она? 89.
Кто смотрит мой канал, у меня было одно видео, Света купила крышку для унитаза, и я с ней мучился, так ее до сих пор не установил. Там надо купить вот эти еще крепления, приспособить, потому что я не смог ее поставить, крепление было дикое, то есть дурацкое. И я обещал, что я вам покажу нормальные крепления, самые практичные. Вот сколько я здесь работаю, живу, мне они нравятся больше всего. Недавно даже один подписчик меня спросил, ну что ты там, где там та крышка, ты обещал показать. Вот показываю. Ну, саму установку я не знаю, покупать мне эту или буду играться с той. Ну, в любом случае, по пути, я думаю, специально даже вот для этого подписчика, который просил, вот покажу. Вот типа такой купила Света. Это полностью пластик, а вот эти все части, они деревянные и покрашены классной краской. Они недорогие, легко поменять крепления, этим они мне и нравятся. Видите, такие даже можно поменять, потом продаются в комплектах. Но их надо, чтобы была деревянная штука, чтобы можно было прикрутить. А там пластик. Просто дурдом. Две курвы, две трубы, блин, полчаса покупать, потому что ходичи не работает. Пошла опять фотографировать. Это какой-то ужас, Марлен, что-то покупать. Последнее время я перестал любить этот Leroy Merlin. Очень много времени на кассе теряется. Соскучились вы? Голодные? Сейчас дам вам. Можно было купить краску готовую, но там был тоже свой нюанс. Вот эту я купил, допустим, за одну цену. А если бы я покупал готовую краску, там краска уже дороже у другой фирмы, и лишние 100 евро мне пришлось бы заплатить. Обговорили мы со Светой, какой цвет она хочет. Она сказала, ну, какой-нибудь не сильно темный, не сильно яркий, типа бежевого. Но как такового не купишь ты один тюбик какой-то краски, чтобы он вышел там красиво, там бежевый. Нужны какие-то смеси. И вот я начал экспериментировать. Экспериментировал то, что у меня было, что-то купил. Примерный по цвету, но цвет не выходил тот, что нужен был. В конце он у меня вышел все равно немного розоватый. Выслал я это Свете, посоветовался. Она говорит, ну что-то не то, я хотела бы чуть-чуть так. Я говорю, да и я чувствую, что что-то не так. Краска уже, красители кончились, не знал, что делать, но так как она художник, я говорю, ты запарила, всегда же можно что-то добавить, чтобы изменить четко цвет. Я говорю, чего добавить в розовый, чтобы он получился бежевый или коричневый? Она говорит, зеленый. Зеленого у меня не было вообще. Было там полбанки какой-то краски, такой, одному баню красил, ванную комнату оставалось. Но ее было мало. Пошел опять в Ферраменту. Опять купил в магазин еще несколько этих зеленых. Приезжаю, доливаю. И что вы думаете? О чудо! Она как магически становится просто идеального того цвета, который понравился и мне, и Марьяну, и Свете. Ну, а вы можете вот уже оценить сами. Вот такой он получался изначально. Видите, немного розоватый. Так, еще раз, уже перед покраской мы проходим грунтовочкой. Так, добросовестно. Ну, скажем, если бы там где-то на фирме, наверное, и не делали бы. Я здесь мудрю, короче, сделал 3 цвета. Немного он мне не нравится внизу этот розовый. Если добавить желтый, получается немного более коричневый. Делать так легенько, как хотела Света, оно бесполезно, бо сейчас разбудяжу желтого, потому что оно почти не будет видно почти, если сделать светленький. Потом солнце выходит, и не поймешь, белый или какой-то цвет там вообще есть. Поэтому цвет немного должен быть насыщенный. Vai ragazzo, vai! Vedi? Però è sempre corto. Vaffanculo, va.
Мариан тихо, мирно ругается. И заметьте, возможно, вы часто будете слышать это вафанкула, но в Италии оно используется, ну, типа, иди в жопу. Оно не используется в прямом смысле слова. Это так, знаете, как бляха-муха, типа такого. Si vede anche la pietra, bello. Arrivi da giù con Penelope qua. Dici che forti? Типа, più tempo, più gocce. Vabbè, gocce qua che cazzo ti frega. Casino qua, gli spettatori non le vede più dopo. Vedi già con questa, con il bigotto sotto. Ecco, bravo. Bravo Andrea. In the sky, I'm looking at the moon in the sky. This shouldn't come as a surprise, but I can't sleep. War in my mind, I'm trying to fight a war in my mind. I don't know who's the winner tonight, but it ain't me. Where are you now, when my fears are Теперь эта штука будет соя, как ее называют. Быстрее стекать вода. И
И не будет так впитывать в себя. Есть на основе воды, есть это на какой-то химии. Будет более скользкая, так сказать. Такая. И лучше до. Никто так не делает, но я захотел сделать. Видите, то, что я прошел этим материалом, оно уже не впитывает так. Where are you now? When I need you more than ever. When I ain't got shit together. Let me know just where you hide. Where are you now? Why aren't you holding me in the midnight hour? Saying I'll be fine. Where are you now? Why aren't you here with me? Here to calm me down in the midnight hour. Stare into space. It's blinding, but I can't look away. The stars connect a million ways, but I see you. Ooh, a light year away. I'm reaching, but I can't touch your face. The distance gonna make me insane. It's so cool. Where are you now? When my fears are worse than ever. When the night goes on forever. When I'm losing track of time. Where are you now? When I need you more than ever. When I ain't got shit together. Let me know just where you hide. Where are you now? Why aren't you holding me in the midnight hour? Saying I'll be fine. Where are you now? Why aren't you here with me? Here to calm me down. Passo altri 2 minuti e vado là. No?
arrivato qua? Perché non hai fatto tutto? Perché paura, un по' scivolo, Hai Мар'ян. paura? Sì. Боюсь там на краю лазить, ну. Скользко. Мох растет там. Ну его нафиг. Ну и помните, как я тут игрался с этим декоративным обрамлением окна, потом я их сейчас выкрашу в другой цвет, и фасад будет уже более живенький, более такой цивилизованный. Марьян настаивал, чтобы я в белый покрасил, но не те здесь красивые окна, чтобы их прям так выделять, поэтому я их больше спрятал. Пока делаю так, потом, когда почищу, все помою, возможно, поставлю скотч и выровняю эту линию. Che dici? Bello. Bravo. Però perché hai fatto qua adesso? Perché hai fatto qua? Non hai finito da fare ritocchi? Non visto, adesso visto. Tu devi fare tutti i ritocchi su questa parte, no? Faccio. Quanto ti piace sbrigarti tu? Vai avanti tu. Ну вот, видите, я уже установил новую трубу. Здесь она уже будет жить и умрет, наверное. Докрашиваем вторую руку обязательно. И внизу мне хотелось метр стены чем-то отделить, как-то по-другому сделать. Либо камнем опять же пройти, там еще немного камня осталось. Ну, не знаю, напоминаю, что все упирается в деньги, в стоимость. А работы еще есть такие более важные. В следующих видео покажу. Да, еще и задняя стена мне всю красить надо. Ну и видите, тут такой психологический момент. Пока дом стоял стрёмный, крыша как-то с ним сливалась и была нормальная. Ну теперь крыша просит, то ли покрасьте меня, то ли отмойте, не знаю. Ну а видите, что не делай, работа не кончается. И это хочется, и то надо. Ну, скажем, основное, согласитесь, уже совсем другой вид. Следующий этап работы еще будет в этой комнатке под балконом. Надо будет хоть что-то навести порядок, пока там и все мусором завалено. Ну, в следующем видео покажу, что я там буду мудрить. Кстати, пишите, как вам цвет нравится, не нравится. Ну, вообще, через видео сложно понять, ну, прям точно-точно цвет. Камера немного искажает это все. Здесь кто-то меня тоже спрашивал, почему я поставил по центру трубу. Ну, как-то буду там на месте, сниму вам отдельно. Эта крыша очень кривая была, повторяю вам. И вот этот вот, где сейчас находится труба, это была самая низкая точка крыши. И поднять мне ее было, это целое дело. А в принципе, если эта вода годами текла вот по всему по всей длине дома, и ничего не было, все равно она стекает туда вниз. Я сделал просто, чтобы она сейчас не подходила к этому, к стене близко. Мешок у меня там стяжки был. Как будет, так будет. Но она уже будет себе течь туда во двор, и она как-то феноменально впитывается в землю даже. Кошка оставила на память отпечаток, пусть будет. Но это я вам покажу первый раз, когда я зашел на этот балкон, что там было. Вот так вот он выглядел. Вот такой для меня был шок. Это непонятно что до сих пор. И все это протекало вниз. Просто текло, весь этот пол никак не работал. Вот в таком вот состоянии был. Было ужасно, страшно, но все отремонтировали, все пока держится. Во всяком случае, вниз уже ничего не течет. Ну и здесь справа вот эта надпись. В конце видео я еще раз напомню, что там было написано. Это прям как символ дома, да и вообще всей ситуации, что случилось с этим домом. Досмотрите до конца. Признаюсь вам и напомню, что Света вообще ей не интересен этот был балкон. Говорит, он мне не нужен. Но развалить вроде бы жалко и тоже дорого. Поэтому я его вот так вот ремонтирую. Ну, знаете, когда хозяйка говорит, мне это не надо, а я-то делаю то, что я должен сделать. Если он есть, ну, невозможно же его было оставить в том состоянии, в котором он был. И даже если я это все сделал, закончил, ну, здесь все, остается только плитку положить. И он будет вообще готовый. Пока ничего не протекает, но возможно, что через год, через два, это уже не вечное, оно уже не настолько прочное, это покрытие. И все-таки пол останется еще висяком. Ну, надеюсь, что он еще поживет.
Ну, еще одну мелочь скажу, что, видели, черная стена здесь была, и кто-то мне сказал, что я неправильно делаю, что я не снимаю эту плесень старую, что через несколько лет оно опять отстанет и вздуется. Вы плохо понимаете, что это за плесень, это больше грязи, чем той плесени. И та плесень не страшна, она ничего не выталкивает, она не внутри стены, она поверхностная. И если следующая и появится, это не из-за старой, а из-за того, что она уже новая, на новой поверхности опять может появиться. Но для этого должно пройти, наверное, лет следующие 15-20. Вообще я вам рекомендую, если видите трещинку, замазывайте сразу, не запускайте дома, и чтобы оно уже начало там рушиться. Тогда это все по мелочам легко поддерживать и контролировать, и все у вас будет на много лет хорошо. Порадуюсь напоследок, как домик стал красивее, уютнее. Еду домой. Все супер.